Всем привет! В этом видео вы увидите подробный мастер-класс по вязанию такого пуловера японка. Я сначала коротко расскажу, а затем уже будет мастер-класс. Свой пуловер я вязала из пряжи Alize Cotton Gold 3 цвета. Так, по характеристикам в 100 граммах 330 метров, и это полухлопок, 55% хлопок, 45% акрил. Номера цвета: розовый, так, где тут номер, 98, серый 87, и вот этот свекольный 122. Эту пряжу я получала из интернет-магазина «Пряжа Суй». Под видео будет ссылка на интернет-магазин, на саму пряжу. И также там будет информация по промокоду подробная. Промокод Нади22 дает скидку на ваш заказ 5%. Всю подробную информацию вы увидите в описании к этому видео. И также ссылка будет на вот эти держатели пряжи для мотков и бобин. Мой пуловер связан на размер 52, и в общей сложности у меня ушло пряжи 330 граммов. По цветам у меня было каждого цвета по 2 мотка, то есть 600 граммов. Из них у меня розового ушло 100 граммов, серого 100 граммов и свекольного 130 граммов. То есть 330 граммов это общее. Можно было розовый и серый, в принципе, по одному мотку покупать. По размерам в сантиметрах еще скажу. Длина. Так, пряжу поубираю. Длина полностью. Вот отсюда я измеряла 67 сантиметров. Ширина в самой узкой части, так как здесь клин расширения у меня связан, в самой узкой части 56 сантиметров, и в самой широкой, где уже клин закончился, 59 сантиметров. Вот здесь клин расширения есть. Это все видео вы увидите подробно, как я это все вязала. Глубина выреза горловины, вот здесь я измеряла, 19 сантиметров. Ширина горловины 23 сантиметра. Так, что еще я измерила? Длина регланной линии вот этой по переду до резинки, вот здесь до начала вязания резинки, как ориентир, 52 сантиметра, и длина регланной линии по рукаву 30 сантиметров. Вязание начинается сверху, и я начала с вот этого темного свекольного цвета, и сразу у меня резинка, то есть здесь цельновязанная, не потом я ее привязывала, а сразу. Там, где вяжется угол, я вязала. Я там в видео потом сказала, через сколько рядов я меняла нить. Я вязала серым, розовым и по 2 ряда свекольным. А все углы, заполнение углов, выравнивание углов по нижней части, также точно по рукаву, выравнивание угла, и на спинке, вот здесь, начальное вязание, я вязала темной нитью. Более подробно вы можете посмотреть в этом видео дальше. Приятного просмотра. Итак, расчет. Перед началом расчета необходимо связать образец и определить плотность вязания. Моя плотность вязания в 1 сантиметре 2,25 петли. Начало вязания — это вот этот треугольник. Когда мы свяжем росток, то вязание будет выглядеть вот так. 4 регланные петли, или средние петли их можно назвать. Одна петля будет идти по плечу, одна петля по спинке, но она начнется вот отсюда, и одна петля по переду.
Раз, два, три, 4 петли. Всего 4 части одинаковые по горловине. Но для того, чтобы у нас получился вот такой V-образный вырез горловины, нам нужно по спинке заполнить вот этот треугольник, чтобы не было вот этого выреза и по спинке. Поэтому сначала нужно сделать корректировку, ну, все по порядку. Итак, расчет можно делать по-разному. Я показываю так, как делала я. Я делала расчет, исходя из ширины горловины, то есть вот этой части. Ширину горловины я для себя определила 23 сантиметра. И посчитала, сколько у меня петель в 23 сантиметрах. При моей плотности вязания 23 сантиметра я умножила на 2,25 петли. Получилось 51,75. Мне нужно нечетное количество, поэтому я взяла 51 петлю. 51 петля — это одна вот эта петля средняя и по 25 петель на каждую сторону. Здесь 25 и здесь 25. Итак, после того, как я заполню вот этот треугольник, количество петель на каждой из 4 частей должно быть у меня одинаковое. Поэтому я должна скорректировать с учетом вязания вот этого ростка или заполнения этого треугольника. Поэтому сначала я рассчитываю, для того, чтобы мне понять, сколько петель мне набирать вот сюда на переднюю часть, мне нужно рассчитать, сколько у меня рядов будет провязан росток. Итак, считаем каждую часть, так как ряды разворотов вот так будут проходить по спинке. И при этом при вязании рядов разворотов я буду до средней петли и после средней петли делать прибавление в каждом лицевом ряду. Так как это будет вязание поворотными рядами, прибавление в каждом лицевом ряду. Это я все буду подробно показывать. Сейчас только просто расчет. Итак, при расчете ростка я не беру по одной петле с каждой стороны, вот здесь и вот здесь. Так аккуратнее выглядит вязание, можно их брать. Итак, теперь, как я рассчитала, сколько же мне нужно провязать росток? Рассчитала я так. Вот минус 1 петля, получается 24 петли вот здесь и здесь. Минус 1, 24 петли, которые мне нужно задействовать при вязании поворотных рядов при заполнении этого треугольника. Эти 24 петли, каждую часть из 24 петель я разделила на 4 части. Эту часть на 4 части и эту часть на 4 части. Первую часть, то есть каждая часть получилась 6 петель. 6 у 4, 24. 6, 6, 6, 6. Первую часть, 1/4, то есть я разделила на тройки. 6 на тройки — это 2 тройки. Вторую часть я разделила на двойки. 6 на 2 — это 3 двойки. 2, 2 и 2. И 2 оставшиеся части, это 2/4, я разделила на единицы. То есть 6 и 6 — это 12 раз по одной петле. Вот такие у меня будут развороты. В эту сторону то же самое. 3, 3, 2, 2, 2 и 12 раз по одной петле. Я потом, когда я все заполню, я это сфотографирую, и вы сможете получше посмотреть, если здесь будет плохо видно. Итак, теперь считаем. Сколько же точек разворота всего? 1, 2, 3, 4, 5 и 12 раз по одной — это 17 точек разворота. За время вязания вот этих укороченных рядов поворотными рядами 17 точек разворота, каждая часть у меня прибавится на 17 петель. Итак, изначально 25, вот здесь 25 здесь и 25 здесь. После вязания ростка прибавится каждая часть на 17 петель, и у меня получится 25 плюс 17 — это 42 петли. И вторая часть также увеличится на 17 петель, 42 петли.
Теперь мне понятно, сколько петель мне нужно набирать на переднюю часть. 42 петли сюда и 42 петли сюда, так как я сказала, после вязания ростка количество петель в каждой из 4 частей должно быть одинаковым. Если вы будете вязать без обвязки горловины изначально, а обвязку будете вязать потом, то все, это количество петель вам уже понятно, какое набирать. Я же буду вязать, начну вязание с резинки, то есть я вот здесь, начало вязания у нас, как я сказала, начинается вот оно, вот этот треугольник, я вяжу резинку. Сначала резинку, вот здесь будет идти. Резинка. И для того, чтобы горловина легла правильно, мне нужно по средней петле также делать прибавление. Вот здесь до средней петли, и после этого я все буду показывать. Я провяжу 8 рядов резинки, поэтому мне нужно, поэтому у меня прибавится за 8 рядов с каждой стороны 4 петли, так как прибавление я буду делать в каждом лицевом ряду, в изнаночном просто провязывать. Итого за 8 рядов у меня сюда прибавится 4 петли и сюда прибавится 4 петли. И получится уже здесь больше петель. Поэтому я, для того, чтобы у меня так не получилось, я эти 4 петли изначально убираю. 42 минус 4, 38 петель изначально набираем на переднюю часть. Итак, что у нас получилось? Начало вязания вот оно, значит мы на спинке набираем на каждую часть 25, 25, а здесь 38 на переднюю часть и на вторую часть 38. И также 4 регланные петли. И считаем, сколько нужно набрать. 25 по спинке плюс 25 и плюс 38 и плюс 38 по передней части и плюс 4 регланные линии. Получается 130 петель нужно набрать для начала вязания. 130 петель. Все, это весь расчет. Я набрала петли обычным способом длинный хвост и разместила маркеры по средним петлям. Если вот так разложить, голубые маркеры — это средние петли, которые будут идти по плечам. Розовый маркер — это середина спинки, и желтый маркер — это середина переда. Сейчас мне нужен будет только вот этот маркер, ориентировка на этот маркер, так как я буду здесь делать прибавление. По всем остальным петлям я буду вязать просто резинку 1 на 1. Я посчитала, что для того, чтобы мне на вот этих маркерах сохранилась лицевая петля, это не обязательно, но так будет красивее, мне нужно начать вязание резинки с изнаночной петли. Итак, начинаю вязание. Отмечаю начало ряда. Начало ряда — это начало спинки, вязание спинки. Вот 25 петель спинки, средняя петля, 25 петель спинки. И начинаю вязание резинки с изнаночной петли. Первая петля изнаночная, вторая лицевая, изнаночная, лицевая. И так я буду вязать резинкой 1 на 1 до вот этого желтого маркера, то есть до середины передней части. Я подхожу к желтому маркеру. Так, здесь у меня получается изнаночная, лицевая. И
следующая петля — это петля отмеченная. Это средняя петля перед этой петлей, и после нее я в нечетных рядах делаю прибавление. Это первый ряд, нечетный ряд, поэтому делаем прибавление. Прибавление можно делать любым способом, который вам нравится. Я буду делать так, как я делаю при прибавлениях по регланным линиям. Вот так, перед регланной линией. Подхватываю нить спереди и затягиваю ее на спицы. Петлю среднюю переснимаю, не провязывая нить рабочая за работой на правую спицу, и после нее делаю прибавление с обратной стороны. Уже вот так закручиваю нить и затягиваю на спицы. Дальше я продолжаю вязать так. При этом, какой петлей я закончила вот здесь, перед прибавлением, именно такой же петлей нужно продолжить вязание после прибавления. У меня получилась здесь лицевая петля, поэтому я здесь тоже вяжу лицевую петлю. И продолжаю. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И довязываю ряд резинкой 1 на 1 до конца. Я довязала первый ряд, и второй ряд довязала практически до средней петли. Во втором ряду и во всех четных рядах прибавления не делаем, просто провязываем все петли резинкой 1 на 1, а среднюю петлю провязываем лицевой. Петли, которые были прибавлены перед средней петлей и после нее, провязывать такой петлей, которая идет по узору. Итак, я сейчас довязываю, значит, у меня идет лицевая, изнаночная, лицевая, и петля прибавленная до регланной линии. По узору мне нужно провязать ее после лицевой изнаночной. И эту петлю мне нужно провязать за заднюю стенку. Это изнаночная, я провязываю ее за заднюю стенку, чтобы не было отверстия. Следующую вот эту петлю, которую я снимала в первом ряду, провязываю лицевой. От нее она не зависит от узора, она всегда будет в нечетных рядах снимаем, в четном провязываем лицевой. И дальше также по узору после нее следующая петля у меня идет изнаночная. Я ее провязываю изнаночная, а дальше по узору. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот таким образом я провяжу 8 рядов. В третьем, в пятом и в седьмом я сделаю такие же прибавления, как в первом ряду. А четные ряды, 2, 4, 6 и 8, провяжу так, как второй ряд. Резинка провязана. Теперь приступаю к вязанию ростка или заполнения вот этого треугольника по спинке. Начало ряда по-прежнему это начало вязания спинки. Вот она спинка. Голубые маркеры по плечам, середина спинки, розовый маркер. Его можно перенести поближе, то есть повыше на эту же петлю. И теперь будем вязать по спинке укороченными рядами и при этом делать прибавления по центру спинки, то есть до средней петли и после средней петли. Прибавления буду делать так же, как я делала их по центру передней части. Начинаем по расчету. И я отмечу маркерами первые петли разворота. От средней петли в каждую сторону отсчитываю 3 петли, так как у меня по расчету начинается с 3 петель. В эту сторону от среднего маркера и в эту сторону от среднего маркера 3 петли.
И начинаю вязать уже лицевой гладью. Все петли лицевые. По лицевой стороне сначала я первый маркер прохожу. Сейчас я уже довяжу. Здесь немного петель. Так как первый по ходу вязания маркер, это маркер, на котором я буду разворачиваться по изнаночной стороне. Его прохожу и дохожу до центральной петли. И здесь в этом ряду я сразу делаю прибавление. Вот она, средняя петля. До нее набрасываю петлю вот так спереди. Среднюю петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. После нее нить подхватываю сзади. И довязываю до маркера. 3 петли. Первые 3 петли провязала. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Я буду немецким способом делать, вязать укороченные ряды. Разворачиваю на изнаночную сторону. Эту петлю, которую я провязала, рабочая нить у меня перед работой, эту петлю я переснимаю на правую спицу и затягиваю назад. И у меня получилось вот так 2 нити этой петли. Если ее обратно перетянуть, будет 1 нить. Если вот так сделать, перевернуть, будет 2 нити. Все, это первая точка разворота. И так как это изнаночный ряд, я вяжу до следующего маркера изнаночными петлями. В том числе и те петли, которые прибавляла. Первую петлю по ходу вязания я провязываю за переднюю стенку, затем снятую петлю также уже провязываю изнаночной, а после снятой петли за заднюю стенку, чтобы не получилось отверстие. Довязываю до второго маркера изнаночными петлями, довязала. И также разворачиваю вязание теперь на лицевую сторону, рабочая нить перед работой. Переснимаю эту петлю на правую спицу и также тяну нить назад. Тяну нить назад и вот сюда вытягиваю. Тоже получилось 2 петли. Это я вяжу классическими петлями, поэтому у меня вот так. Если вы вяжете бабушкиными, то тогда переснимаете и нить тянете не назад, а на себя, вперед. И продолжаю вязать. Следующий ряд. После первой тройки мне нужно, следующее у меня значение укороченных рядов, идет вторая тройка. Итак, провязываю, развернулась на этой петле, теперь это лицевой ряд вяжу лицевыми петлями. Провязываю, подхожу к средней петле, до нее делаю в лицевом ряду прибавление, среднюю петлю снимаю, после нее делаю прибавление и продолжаю вязать лицевыми петлями. Пришла к петле разворота. Вот она, ее видно, двойная петля. Я ввожу крючок под обе нити, вот так в центр петли. И провязываю лицевой петлей. После этой точки разворота следующее у меня значение тоже тройка. Значит, я провязываю еще 3 петли. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону и делаю все то же самое. Эту петлю снимаю и, подтягивая нить назад к себе, 2 петли образовалось. В изнаночном ряду вяжу изнаночными петлями. Вяжу изнаночными петлями до следующей двойной петли, до той петли, на которой я остановилась в предыдущем изнаночном ряду. Вот она, двойная петля.
И ее также провязываю тоже изнаночной петлей, вводя спицу в центр петли. Вот так, не упустите нить. В центр петли подобие нити. И провязываю изнаночной петлей. Здесь также по лицевой я уже вторую тройку провязала. Теперь здесь вторая тройка. Первая, вторая, третья. Разворачиваюсь на лицевую сторону, и дальше все повторяется. Снимаю и затягиваю петлю, делаю ее двойной, довязываю до средней петли. Перед средней петлей прибавления. Среднюю петлю снимаю, не провязывая нить за работой. После средней петли прибавления вяжу до следующей петли, на которой разворачивалась, то есть до двойной петли. Провязала до двойной петли. Провязываю ее за обе нити лицевой петлей. И тройки у меня закончились. У меня было 3-3, теперь 3 раза по 2. Первая двойка, одна петля, вторая петля. Все, разворачиваюсь. Переснимаю петлю, делаю ее двойной и довязываю изнаночными петлями до следующей петли, на которой разворачивалась, то есть до двойной петли. Пришла к двойной петле и ее провязываю теперь изнаночной. Теперь здесь уже первая петля у нас по расчету идет двойка, значит провязываю 2 петли, одна, вторая. Разворачиваюсь и делаю то же самое. Итак, я уже не буду все 17 точек разворота показывать. Развернулась, подтянула 2 петли, 2 нити, чтобы получилось лицевыми петлями. Итак, в лицевых рядах делаем прибавление, в изнаночных провязываем изнаночными. Прибавление вокруг средней петли, я имею в виду. Итак, по всему расчету. Я уже провязала 3-3-2, и здесь по изнаночной стороне 3-3-2. Теперь мне еще 2 раза по 2 петли и 12 раз по 1 петле в каждую сторону по расчету, так как я показала. И сейчас я довяжу самостоятельно все эти петли по расчету, вот таким образом, как я уже показала. И подключусь на последней точке разворота. Вот я провязала двойную петлю и вторую двойку вяжу. Раз, два, ну и так далее. Я подхожу к последней точке разворота по изнаночной стороне. Вот двойная петля, я ее провязываю изнаночной. И последняя точка разворота — это 12-я петля из единичек. И одна у меня остается. Разворачиваю вязание. Также эту петлю делаю двойной. И дальше я провязываю лицевыми петлями. И с этого момента дальше вязание будет идти по кругу по лицевой стороне. Вот он росток, который получился. Треугольник. Так. Вот так это выглядит. И дальше вяжем 2 ряда. Вот с этого момента, с точки последнего разворота, 2 выравнивающих, я их назову, ряда.
Провязываю все лицевыми петлями. И возле каждой точки, вернее не точки, а возле каждой средней петли, уже возле каждой из 4, я делаю прибавление до средней петли и после средней петли. Сейчас я, чтобы мне не ошибиться, перевешу маркеры поближе на эти средние петли. Вот ее видно, эта петля. Здесь это последняя петля ряда. И на втором плече также перевешиваю маркер повыше, чтобы мне не пропустить эту петлю. Все вот. А эти петли, их уже видно. Ну, можно этот маркер желтый тоже перевесить, но я вижу здесь. Итак, этот первый выравнивающий ряд вяжем по кругу лицевыми петлями. Так, сейчас я довяжу до средней петли. Это средняя петля по спинке. Та, вокруг которой я делала прибавление при вязании этого ростка, этого треугольника. Вот она, средняя петля. До нее также делаю прибавление. Эту петлю снимаю, не провязывая, и после нее делаю прибавление. И дальше все, я уже вяжу полностью по кругу. Сейчас я довяжу до синего маркера. Подхожу к синему маркеру. Здесь одна вот эта петля двойная, ее провязываю. Следующая петля лицевая, которую я не учитывала при вязании ростка. И я пришла к петле с синим маркером. И также точно я делаю прибавление перед этой петлей. Эту петлю снимаю, не провязывая нить за работой. И после этой петли также делаю прибавление. И провязываю петли лицевыми. Уже по переду я вяжу. Теперь это уже передняя часть. И я провязываю эти петли лицевыми до желтого маркера. Довязала до средней петли. Нет, еще не довязала. Вот, видите, не перенесла и не видно. Вот. Довязала до средней петли переда. Также перед ней делаю прибавление. Эту среднюю петлю переснимаю, не провязывая, и после нее делаю прибавление. И довязываю ряд до следующего маркера. Следующий маркер — это маркер голубой на втором плече. Подхожу к последнему маркеру. И также делаю прибавление перед этой петлей. И эту петлю снимаю, не провязывая нить за работой. Все, этот ряд провязан. И сейчас я провяжу второй выравнивающий ряд. Это ряд четный, в нем прибавлений нет, но в начале, когда я начала вязать росток, я не сделала здесь прибавление. Можно было сделать сначала прибавление и потом вязать росток. Но так как я это прибавление не сделала, то я сейчас, чтобы у меня на каждой части было одинаковое количество петель, я сейчас во втором ряду сделаю это прибавление. И делаю вот так, как делаю после средней петли, потому что эта петля, она после средней петли. Но это первая петля ряда, так как ряд начинается со спинки. Я сделала это прибавление, и теперь весь ряд до конца я провязываю лицевыми. Здесь еще одна у меня осталась не провязанная двойная петля. Это та петля, на которой я на последней разворачивалась. Ее провязываю за 2 нити
лицевой. Все, больше двойных петель нет. Все уже провязаны. И сейчас этот ряд я довязываю до конца, провязывая все петли лицевыми. Сейчас я до первого маркера довяжу, вернее, до первой средней петли. Ее провяжу, дальше все аналогично вяжется. Все одинаково возле каждой средней петли из 4. Это средняя петля спинки, средняя петля переда, средняя петля одного плеча и средняя петля второго плеча. Можно назвать их рукавом. В будущем это будет середина рукава. Итак, довязываю. Перед маркером добавленная в прошлом ряду петля провязывается за заднюю стенку. Средняя петля провязывается лицевой, и после средней петли добавленная петля за переднюю стенку. И так это будет провязываться в каждом четном ряду. Все петли лицевые провязываем просто все, и снятые, и добавленные. Сейчас я довяжу этот ряд до конца, провязывая таким образом каждую среднюю петлю до конца ряда. В конце ряда также провязываю добавленную петлю перед средней петлей и провязываю среднюю петлю. Все, эти два ряда провязаны. И дальше я буду вязать по кругу, повторяя 2 ряда. В лицевом ряду, не в лицевом, а в нечетных рядах. Я начну сейчас отсчет с первого ряда. И в нечетных рядах, 1, 3, 5 и так далее, я буду делать прибавление до и после средних петель 4, а в изнаночных, в четных рядах провязывать все петли лицевыми. Итак, первый ряд. В начале первого ряда делаем прибавление. Сзади захватываем, так как это после средней петли. И провязываем все петли лицевыми до следующей средней петли. До средней петли на спинке. Я дошла до средней петли по спинке. Перед средней петлей прибавление, подхватывая нить спереди, среднюю петлю снимаю, не провязывая, после нее прибавление, подхватывая нить сзади. Дальше вяжу лицевыми до следующего маркера, до средней петли. Я буду называть уже рукав, до средней, не плеча, а средняя петля рукава. Это у меня голубой маркер. Перед средней петлей рукава прибавление. Среднюю петлю снимаю, не провязывая нить за работой. После средней петли прибавление. Продолжаю вязание до следующей средней петли. Это средняя петля переда. Перед средней петлей переда прибавление, среднюю петлю снимаю, не провязывая, и после нее прибавление. Дальше вяжу все петли лицевыми до последнего 4-го маркера, голубой маркер 2-го рукава. Перед средней петлей делаю прибавление, среднюю петлю снимаю, не провязывая, и второй ряд закончен. Первый ряд провязан. Дальше вяжем второй ряд, провязывая все петли лицевыми. После маркера прибавление вяжем за переднюю стенку, а то прибавление, которое делали перед средней петлей, то есть перед маркером, провязываем
за заднюю стенку. Это если вы делали прибавление таким же образом, каким делала я. Довязываю до средней петли. Значит, перед средней петлей петлю, добавленную в предыдущем ряду, провязываю за заднюю стенку, среднюю петлю провязываю лицевой, и после нее добавленную петлю в предыдущем ряду за переднюю стенку. Таким образом провязываются все петли возле каждой средней петли. Следующая петля, следующая, и я довяжу уже самостоятельно до конца ряда. Заканчиваю второй ряд, провязываю петлю, которую добавляла перед средней петлей, и среднюю петлю. Все, 2 ряда провязаны. И дальше я буду повторять эти 2 ряда, то есть в нечетных рядах я делаю прибавление до и после каждой средней петли. В четных рядах не делаю прибавлений, все петли провязываю лицевыми. И так буду вязать, пока на спицах не будет необходимое количество петель для рукавов, спинки и передней части. С 3-го ряда я начну уже вязать цветные полоски. И первая у меня будет серая нить. Сначала я ее присоединю, оставив кончик для того, чтобы заправить потом. Просто привяжу к этой нити, к рабочей, а потом уже заправлю кончик. И начинаю вязать ряд. 3-й ряд — это нечетный ряд, в этом ряду прибавление. И сразу же начинаю с прибавления. Дальше уже вяжу лицевыми петлями, так как я уже показала первый ряд. И повторяем эти 2 ряда, как первый и как второй. Сколько я провяжу рядов и как я буду чередовать цвета, я покажу, когда все это провяжу. Я провязала всю кокетку, примерила на себя, мне этой длины достаточно для того, чтобы отделить рукава и соединить спинку и переднюю часть. Что у меня получилось? Я провязала после ростка всего 80 рядов. Вот после ростка 2 фиолетовых, здесь 2 фиолетовых уже было выравнивающие ряда, затем 2 фиолетовых, и начиная с розовой полоски 78, с 2 фиолетами всего 80 рядов в длину, прибавляя так, как я уже показала. На каждой части из 4, вот эта часть, у меня сейчас получилось 124 петли. В сантиметрах. Каждая часть у меня 50 сантиметров. Что касается вот этих средних петель, длина без планки, так как планка может быть у всех разной ширины, я измеряла без планки. От конца планки вниз, вот это по переду линия, 30 сантиметров. Также по плечам 30 сантиметров. По спинке тоже без планки вниз. По средней петле я измерила 40 сантиметров. Значит, 40 по спинке и 30 остальные. И по 124 петли на каждой части. Теперь нужно примерить на себя и определить, достаточно ли вам для отделения рукавов. Вот здесь смотреть, чтобы сошлось, вот здесь вязание примерно сошлось с учетом подреза. Я буду делать подрез примерно 5 сантиметров, поэтому мне вот этих значений уже достаточно. И кроме этого вы должны отметить там, где у вас будут рукава. Я сейчас скажу, как я распределила эти петли. И измерить ширину переда и спинки. Не вот так измерять нужно ширину, а вот отметили, где у вас должны быть рукава,
и измерить ширину вот так, по ровной. Не вот так, не по углу, а по ровной части. Вот это будет ширина вашего изделия. У меня сейчас здесь примерно 52-53 сантиметра. Оно немножко потянешь 53, вниз потянешь 52. Примерно так. Мне этого достаточно, так как я планирую сделать подрез 5 сантиметров примерно. Это будет 57. Кроме этого, я буду делать по бокам клин расширения и расширю еще до той ширины, которая мне подойдет. Здесь мне достаточно 57, примерно 58 сантиметров, этого достаточно. Теперь, что касается разделения петель, можно примерить, а можно разделить в процентном соотношении. Я разделила так. Вот здесь у меня 50 сантиметров. Из них 40% я взяла на рукав, и 60% у меня пойдет на спинку и на перед. 40 и 60. Итого у меня получилось на рукав 50 петель и 74 петли на перед и спинку. Так я распределила свои петли. Теперь 50 петель с одной стороны, 50 петель со стороны спинки и одна средняя петля. Вот это без подреза 101 петля рукав. Эти петли сейчас я буду снимать. Аналогично второй рукав. Затем я добавлю здесь подрезы, и вот эта вся часть по 74 с каждой стороны у меня пойдут на перед и спинку. Ну и плюс, конечно, я эти петли, которые сейчас я называю, они без учета вот этих средних петель. Средние петли я не считаю. Без средних петель вот это количество петель. 124 петли на одной, 50 петель на рукав, 74 на перед и спинку, и плюс вот эти средние петли. Итак, сейчас я продолжу вязание. Я пересниму на одни спицы, так как я сейчас распределила, чтобы показать и чтобы примерить. И начну вязать ряд так же, как я вязала его от начала вязания спинки. От начала вязания спинки, ну сейчас я пересниму и начну вязать. И еще, что касается расположения полос. Как я сделала? Начиная вот с розового цвета, 6 рядов розовым, 2 серым, 2 розовым, 6 рядов серым, 2 розовые, 2 серым и 1 вот эта фиолетовая. То есть 6, 2, 2, 6, 2, 2 и фиолетовый. И так повторяла. 6, 2, 2, 6, 2, 2, фиолетовый. И так буду повторять на протяжении всего вязания. Так, сейчас у меня начало вязания спинки. Здесь у меня был желтый маркер, это начало вязания спинки. И так как мне нужно снять петли рукава, одна часть отсюда, одна часть отсюда, то я должна перейти вот сюда на вязание. Я переснимаю эти петли до маркера, чтобы снять петли рукава. И начало ряда теперь будет уже без рукава, начало спинки. Я пересняла петли. Рабочая нить, так как она была здесь, я обрезала рабочую нить. Пересняла петли, 50 петель, которые я буду снимать для рукава. И теперь вот здесь уже начало спинки, это начало ряда. И начинаю вязать. В начале ряда я убавляю 2 петли, вернее провязываю вместе 2 петли лицевой.
Так как здесь я сниму рукав, вот здесь у меня будет подрез, то есть это начало ряда, это перед подрезом. Поэтому 2 петли вместе лицевой я провязываю с наклоном вправо. Провязала 2 петли вместе лицевой. Дальше я провязываю все петли лицевые до средней петли спинки. До вот этой петли. Довязала до средней петли и также перед средней петлей делаю такое же прибавление, как всегда, как делала уже. Среднюю петлю переснимаю, не провязывая нить за работой, и после средней петли прибавление. Дальше провязываю все петли лицевыми до маркера, которым я отметила петли рукава. Довязываю до маркера рукава. И теперь мне нужно снять петли рукава. 50, 1 средняя и 50. Снимать можно разным способом. Я буду снимать с помощью крючка. Беру нить контрастного цвета, крючок, я взяла 2,5, и провязываю буквально 2-3 петли воздушные крючком и дальше переснимаю петли. Ввожу крючок в петлю, захватываю нить, протягиваю через петлю, петлю снимаю и 2 петли на крючке провязываю, то есть столбиком. И так каждую петлю. Провязываю петлю, затем 2 петли на крючке. И снова провязываю крючком, бросовой нитью петлю, 2 петли на крючке. Так снимаю 101 петлю рукава. Заканчиваю снимать петли. Последняя петля. И закрепляю нить. Также несколько воздушных петель, обрезаю нить и вытягиваю. Все, 1 рукав я сняла. Петли одного рукава. И теперь вот здесь, где я вязала в конце спинки, перед началом, перед тем, как я начала снимать петли рукава, в конце спинки нужно было провязать 2 петли вместе лицевой, так как и в начале спинки. Я это не сделала, поэтому я сейчас распускаю 2 последние петли. Уже не буду весь рукав заново переснимать. И в начале спинки я провязала 2 вместе. Затем в центре спинки я прибавила 2 петли. Значит, мне здесь тоже нужно провязать 2 вместе. И здесь в конце спинки 2 вместе нужно провязать с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую. То есть с наклоном влево. Провязала. Все. Рукав теперь у нас вот он. И перед тем, как я перейду на провязывание петель переда, я должна набрать подрез между спинкой и передней частью. Подрез я буду набирать 11 петель. Набирать буду, набрасывая петли так, как я делала прибавление после средней петли. То есть вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Перехожу на вязание петель спинки, переда. Здесь то же самое. В начале и в конце ряда провязываем по 2 вместе, а в центре, перед центральной петлей, делаем прибавление. Таким образом, количество петель у нас остается неизменным. Итак, в начале передней части я провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, подтягиваю нить и провязываю все петли до средней петли переда. Перед и после средней петли переда делаю такие же прибавления, какие делала на протяжении всего вязания в нечетных рядах. Среднюю петлю снимаю, не провязывая нить за работой, и прибавление после средней петли. Продолжаю вязать петли переда, вторую часть, до маркера, которым я отметила начало рукава. До петель рукава осталось 2 петли, их провязываю вместе лицевой с наклоном влево. И теперь также снимаю петли второго рукава, как я уже показывала, с помощью бросовой нити и крючка. Переснимаю все петли, 101 петлю. Я сняла петли второго рукава, пришла к началу ряда, и теперь мне нужно набрать второй подрез. Набираю также 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Маркер маркер начала ряда. Вот отсюда я начала сейчас вязать. Второй ряд, так же как вяжутся все четные ряды, провязываются просто лицевыми петлями, без прибавлений и убавлений. Провязываю этот второй ряд. В конце второго ряда я не довязала последние 5 петель подреза, так как теперь середина ряда будет, вернее, начало ряда будет в середине подреза. Я провязала первые 5 петель подреза и шестую петлю, среднюю. У меня 11 петель подреза, то есть 5 средняя петля и еще 5. Эту среднюю петлю можно выделить. И теперь это начало третьего ряда. В четных рядах я буду провязывать в начале спинки и в конце по 2 вместе, а до средней петли и после средней петли прибавление. То же самое по передней части. Итак, сейчас я в начале ряда, то есть после средней петли, начинаю вязание третьего ряда. Так как это нечетный ряд, мне нужно провязать 2 петли вместе. Отмечаю начало ряда теперь здесь у меня и провязываю 2 петли вместе лицевой. Немножко они сейчас туговато, первые петли подреза. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Провязала. Довязываю дальше все петли до средней петли спинки. Этот маркер уже не нужен. Все, начало ряда теперь вот здесь, в середине подреза. И довязываю все петли до центральной петли спинки, до средней петли спинки.
Перед средней петлей спинки делаю прибавление, среднюю петлю снимаю нить за работой и после средней петли делаю прибавление. Провязываю все петли, не довязав 2 петли до середины следующего подреза. На этом подрезе я также выделила среднюю из 11 петель. И теперь у меня осталось до средней петли 2 недовязанные. Я провязываю их вместе лицевой с наклоном влево. Среднюю петлю снимаю, не провязывая нить за работой. После средней петли 2 вместе с наклоном вправо. Провязываю петли до средней петли переда. Перед средней петлей делаю прибавление, снимаю среднюю петлю и после нее делаю прибавление. Провязываю все петли, не довязав до конца ряда 2 петли. В конце третьего ряда осталось 2 петли, провязываю их вместе лицевой с наклоном влево. То есть все убавления в сторону средней петли. И среднюю петлю в этом ряду я снимаю, не провязывая. Все, третий ряд провязан. Четвертый ряд, как все четные ряды, провязываются лицевыми петлями без прибавлений и убавлений. Я провязала четвертый ряд. И начиная с 5-го ряда я буду формировать клин расширения. Кроме того, у меня здесь смена нити. В этом ряду мне нужно уже переходить на розовый цвет. Я привязываю нить. И начинаю вязать 5-й ряд. В начале ряда, вот здесь у меня последняя петля, это средняя петля, боковая петля. Вот по подрезу 2 петли боковые средние петли. По центру переда и по центру спинки центральные средние петли. Итак, после средней боковой петли начало ряда 5-й ряд. В этом ряду я начну клин расширения. Для этого я в начале ряда прибавляю 1 петлю. И после этого я сначала отмечу край клина расширения маркером и провязываю, как я и вязала, в начале спинки 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываю петли до средней петли спинки. Перед средней петлей делаю прибавление, среднюю петлю снимаю, после нее делаю прибавление. Провязываю петли, не довязав до средней петли 2 петли. Перед средней боковой петлей провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Также отмечаю начало клина расширения. Перед средней боковой петлей делаю прибавление для клина расширения. Среднюю петлю снимаю, не провязывая, и после нее также делаю прибавление для клина расширения. И отмечаю второй край клина расширения. Дальше начало переда 2 петли вместе с наклоном вправо и провязываю все петли до средней петли переда.
Перед средней петлей переда делаю прибавление, среднюю петлю снимаю, не провязывая, после нее делаю прибавление. И провязываю все петли, не довязав до конца ряда 2 петли. В конце 5-го ряда перед средней боковой петлей провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, отмечаю край клина расширения и перед средней петлей боковой делаю прибавление для клина расширения. Среднюю боковую петлю снимаю, не провязывая. Все, 5-й ряд провязан. Теперь провязываю 6-й ряд, провязываю все петли без прибавлений и без убавлений. Так, я провязала сейчас 6 рядов. И дальше я буду вязать на необходимую мне длину. При этом длину нужно измерять по средней линии, по вот этой, не по боковой. Вяжем также в тех рядах, где нет расширения клина, вокруг центральных петель, то есть средней петли переда и спинки, делаем прибавление, а до клина расширения и после клина расширения делаем убавление. Сам клин расширения в нечетных рядах петли клина провязываем лицевыми, среднюю петлю снимаем, не провязывая. В четных рядах все просто провязывается лицевыми петлями. В тех рядах, где будут еще прибавления в клине, они делаются так же, как сейчас я показала в 5-м ряду. То есть до центральной петли и после центральной петли делаются прибавления. А убавление по переду и по спинке всегда до петель клина и после петель клина. А клин будет вот так расширяться. Сколько я сделаю прибавлений в клине и сколько вообще рядов я провяжу в длину, я скажу, когда все это сделаю. Я провязала до нужной мне длины. Сейчас у меня по средней линии спинки, вот по спинке я измеряла, без учета резинки по горловине, то есть без планки, длина 65 сантиметров. Всего от подрезов я провязала 64 ряда. И делала прибавление в клине, так как я показывала в 5-м ряду. Всего я сделала 5 раз прибавления, итого у меня по окружности прибавилось 20 петель. В каждом клине у меня сейчас 10 петель без учета средней петли, 5 до средней петли и 5 после средней петли. Прибавления я делала в следующих рядах. В 5-м, вот как я показывала, затем в 13-м, в 29-м, 45-м и 61-м. И всего, как я сказала, 64 ряда провязала. Убавление я делала до клина и после, а прибавление до и после средней петли. И теперь мне нужно выровнять вот эти углы, чтобы вот так ровное стало. Я пересняла одну часть, половину, от центра спинки до центра переда на отдельную, на другую леску. Пересняла и буду вязать сначала одну сторону, выравнивать, затем вторую сторону. Я начну со спинки. На самом деле это не важно, откуда, можно с передней части начать. Я начну со спинки, вот здесь. Так, как бы показать. Вот спинка, и это центр спинки. Отсюда я начну вывязывать выравнивание угла. Рабочая нить, там, где была, я обрезала. И теперь я буду темной нитью
вязать выравнивание полностью, уже не полосками. И мне нужно присоединить в начале ряда, то есть в центре спинки, эту нить. Можно сразу начать вязать, можно как-то закрепить ее. Я просто крючком вот так достану нить, завяжу узелок, затем кончик нити я спрячу. Итак, вот я присоединила нить и начинаю вязать. Это у меня средняя петля, ее я не трогаю. Начинаю вязать со следующей петли. Провязываю эти петли лицевыми. Когда останется 2 петли перед клином расширения. Довязала до клина расширения, 2 петли осталось. Провязываю их вместе лицевой с наклоном влево, то есть в сторону клина. Затем я провязываю первые 5 петель клина и среднюю петлю снимаю, не провязывая нить за работой, и вторые 5 петель клина. После клина также делаю убавление. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше провязываю все петли до середины переда, до последней, ну, в общем, до средней петли. Довязываю петли. Последняя петля — это перед средней петлей. Вот средняя петля переда. Ее я не трогаю. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Это теперь поворотными рядами. Будем вязать укороченные ряды. Так. Нить перед работой. Подхватываю петлю, снимаю ее, не провязывая. И нить затягиваю назад, чтобы образовалось 2 нити одной петли. Так же, как вязали укороченные ряды по спинке в самом начале вязания. Провязала эту петлю с 2 нитями и провязываю еще 1 петлю. И в этом месте я помещаю маркер. Здесь будет следующая точка разворота. То есть провязываем 1 снятую и еще 1. Дальше я провязываю все петли изнаночными, полностью весь ряд до первой петли, откуда я начала вязать. Вот. Отсюда я начала вязать, провязываю весь ряд изнаночными до этой первой петли. Довязываю изнаночный ряд. Вот первая петля, откуда я начала вязать. Ее провязываю и разворачиваю вязание на лицевую сторону. Нить также перед работой. Под нитью снимаю провязанную петлю последнюю и также затягиваю нить назад, чтобы образовалось 2 нити одной петли. Я вяжу классическим способом изнаночной, поэтому я затягиваю назад. Если вы вяжете бабушкиным способом, то вам нужно нить затянуть вперед. Все, вот эта петля с 2 нитями и еще 1 следующая петля. Провязываю лицевой и также помещаю маркер. Довязываю все петли, и теперь вот так же будут повторяться эти 2 ряда, лицевой и изнаночный. Сейчас я еще 2 ряда покажу,
и дальше уже самостоятельно буду вязать. Сейчас я довязываю, пока не останется 2 петли перед клином расширения. Вот до сюда. Перед клином расширения 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Затем половину клина расширения, 5 петель у меня. Среднюю петлю снимаю, не провязывая. И следующие 5 петель провязываю. После клина 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И теперь я провязываю лицевыми петлями. У меня уже отмечено маркером, где я должна остановиться. Провязываю эти петли до маркера, которым я отметила остановку. Подхожу к маркеру, снимаю его и разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И точно так же переснимаю петлю. Снимаю петлю, не провязывая, и затягиваю нить назад, чтобы получилось 2 нити одной петли. Это первая петля, и еще одну провязываю. И снова помещаю маркер. Это не обязательно делать, можно смотреть, если вы опытная вязальщица. Но мне удобнее так с маркером. Можно просто смотреть. Остается недовязанными петля разворота, и следующая петля провязывается. Теперь я провязываю весь ряд изнаночными, в том числе петли клина. Здесь в изнаночном ряду никаких убавлений нет. Провязываю до следующего маркера, где я отметила. Подхожу по изнаночной стороне также к маркеру. Снимаю его и разворачиваю на лицевую сторону вязания. И все повторяется. Петлю, которую провязала последней, снимаю, затягиваю. 2 нити образовалось. И после этой петли провязываю еще одну. И снова помещаю маркер. Провязываю все лицевые и так далее. До клина. И дальше повторяем эти 2 ряда в лицевом до клина и после клина провязываем по 2 вместе, среднюю петлю снимаем, в изнаночном все петли изнаночные, и каждый раз в начале и в конце ряда, вернее не в начале, а каждый ряд в конце лицевого и в конце изнаночного ряда не довязываем 2 петли. И разворачиваемся. И таким образом мы заполним этот угол. Я продолжу вязать самостоятельно и подключусь в конце. Провязываем эти 2 ряда до тех пор, пока не закончатся все петли до клина. Я провяжу и в конце подключусь. Так, я заканчиваю выравнивание угла. У меня петель становится все меньше и меньше. И в конце я провяжу на камеру, чтобы было более понятно. Вот я развернулась на лицевую сторону, задвоила петлю, одну еще провязала, маркер повесила. Провязываю. Так, у меня здесь сколько? 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе перед клином расширение. Затем провязываю петли клина. 5 у меня, 3, 4, 5. Среднюю петлю сняла, еще 5. И после клина 2 вместе лицевой. Дальше провязываю петли до маркера, разворачиваюсь на изнаночную сторону,
Снимаю петлю, затягиваю, еще одна изнаночная, маркер. Дальше провязываю петли изнаночными. До следующего маркера желтого. Разворачиваюсь. На лицевую сторону. Первую петлю снимаю, затягиваю. Еще одну провязываю. Так, здесь надо или не надо, ну пока повешу маркер. Посмотрим сейчас. Так, раз, два, две вместе с наклоном влево, затем петли клина, 3, 4, 5, среднюю снимаю, 5, после клина 2 вместе с наклоном вправо. Здесь провязываю так 2 петли до маркера, разворачиваю вязание на изнаночную сторону, задваиваю петлю, снимаю, провязываю изнаночные петли. Маркер уже здесь не помещаю, уже петель, я вижу, не хватает у меня. Провязываю до следующего маркера. Разворачиваюсь. Первую петлю снимаю, подтягиваю, делаю ее двойной. И последнее убавление. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше петли клина. Пять петель провязываю, среднюю снимаю, 5 петель провязываю. И после клина последнее убавление. 2 вместе с наклоном вправо. И вот у меня задвоенная петля. Все, петли закончились. Получается двойная петля, 2 вместе после клина. И здесь то же самое. Двойная петля, 2 вместе перед клином. Все, петли закончились. И в первой части, когда выравниваем первую часть, здесь нить обрезаем. Закончилось у меня вязание. Я уже связала и вторую часть. Выровняла угол. Вот первую, когда вязала, вот здесь я закончила, нить обрезала. Дальше начинаем вторую часть вязать и вяжем ее точно так же. Присоединяем нить вот здесь после центральной петли и вяжем то же самое, что я уже показала. Когда закончили вторую часть вязать, с этого места провязываем один ряд, выравнивая, вот, провязывая все эти петли полностью по кругу. Вот эти петли, вернее маркеры уже не нужны, я их сейчас уберу. Вот там, где была двойная петля, под обе нити вводим
спицу и провязываем обязательно под обе нити. Дальше 1 петля. И так каждая вторая петля, так как мы разворачивались не довязывая по 2 петли, будет сдвоенная. Сдвоенную вот так в центр под 2 нити провязываем. Потом простая петля, сдвоенная, простая петля. И так провязываем весь ряд. Вот эти снятые петли средние, их тоже провязываем лицевыми. Я провязала весь ряд по кругу и пересчитала петли. У меня получилось 233 петли. Дальше я буду вязать резинку 2 на 2, и количество петель должно делиться на 4. У меня 1 петля лишняя, я ее убавлю. Можно в начале ряда, в конце, не важно. 1 петля погода не сделает. Итак, помещаю маркер в начало ряда и провязываю. Ну, вот, допустим, первую петлю я ее провяжу 2 вместе. И дальше провязываю резинкой 2 на 2. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И провяжу несколько рядов резинки. Сколько рядов я провяжу, я подключусь и скажу. Я провязала 8 рядов резинки 2 на 2 и закрыла петли по узору. Там, где лицевая, провязывала лицевой, протягивала через предыдущую, там, где изнаночная, провязывала изнаночной, протягивала через предыдущую петлю. И также я связала 1 рукав уже. И как я его вязала, сейчас буду показывать на примере второго рукава. Вот такой короткий рукав у меня. Здесь все так же. Сейчас я покажу, как я набирала петли, откуда я начала вязать. Я имею в виду также выравнивание угла, как и по нижней части. Здесь я сразу начала с выравнивания угла. Поэтому вязание начинается не с центра подреза, как мы обычно привыкли при вязании изделий регланом, а вот отсюда, с верхней части рукава. С верхней середины рукава, вот отсюда начинается вязание. Петли, которые я снимала с помощью крючка, сейчас я перенесу на спицы. И переносить буду на 2 спицы. Первую половину на 1 спицу, вторую половину на 2 спицу. Снимаю на спице меньшего размера, это спица номер 2. Итак, подхватываю правую стенку петли и переношу ее на спицу. Правую стенку каждой петли. Когда все петли на спицах, распускаю дополнительную нить. Вот так у меня получилось на 2 спицах. Вот середина рукава и 2 спицы. Так. Начинаю вязание вот отсюда. Первую петлю я провязывать не буду. Начинаю вязать со 2 петли. Вязать буду нитью темного цвета. Беру основной номер спиц, которыми я вязала. То есть спицы 3 миллиметра. И начинаю вязать. Оставляю кончик. Потом я его
заправлю. Первую петлю снимаю и со второй петли начинаю провязывать лицевыми петлями. Можно и первую петлю провязать, это не важно. Провязываю так лицевыми петлями, пока не останется на этой спице перед подрезом не провязанной одна петля. Осталась одна петля. Я ее переснимаю, разворачивая вот так за переднюю стенку на спице, на рабочую спицу. Дальше набираем петли по подрезу. На подрез я набирала 11 петель, то есть это одна средняя петля и по 5 петель с каждой стороны. Вот средняя, 1, 2, 3, 4, и беру пятую петлю. Пятую петлю, подхватываю ее так, чтобы она легла наклоном влево, чтобы ее провязать. Переношу эту петлю, которая одна осталась у меня, и провязываю эти две петли вместе одной лицевой с наклоном влево. Подтягиваем. Дальше по подрезу до средней петли набираю 4 петли. Подхватываю вот эти петли, нить наборного ряда. 1, 2, 3 и 4. Так, вот здесь, когда я набирала, немножко такое здесь отверстие. Можно подхватить вот чуть ниже, чтобы отверстия не было. Вот так. Дальше средняя петля. Прямо в центр средней петли ввожу спицу и вытягиваю нить. И дальше так же, как с этой стороны. 4 петли набираю. Так, смотрим. 1, 2, 3, 4. И вот 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 провязываем. Вот здесь нет дырочки, можно так провязать. 1, 2, 3, 4. Подтягиваю эту спицу. И теперь пятую петлю подреза мне нужно провязать вместе с первой петлей следующей спицы, вместе лицевой с наклоном вправо теперь. Подхватываю эту петлю. За обе стенки нити переношу на левую спицу. И вместе с первой петлей второй спицы провязываю лицевой с наклоном вправо. И продолжаю провязывать все петли, которые на этой спице, до последней петли. Провязала все петли, дополнительную спицу убираю. Дальше, так же как по нижней части, будем вязать поворотными рядами, разворачиваясь, не довязывая каждый раз 2 петли. Теперь нужно отметить петлю, чтобы не потерять среднюю петлю подреза. Отмечаю, чтобы не пропустить ее. Здесь будут убавления. И буду вязать поворотными рядами методом Magic Loop. Итак, я закончила. Можно так в 2 местах вытянуть нить. Вот так. Я закончила ряд по лицевой стороне.
Вот провязала последнюю петлю сейчас и разворачиваюсь на изнаночную сторону, так же как я уже это показывала. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Последнюю петлю снимаю, не провязывая, и подтягиваю нить, чтобы образовалось две нити одной петли. Дальше вяжу изнаночными петлями. Провязываю весь ряд изнаночными петлями, полностью весь ряд до первой петли, откуда я начала вязать рукав. Довязываю ряд. Вот первая петля, с которой я начинала вязание. Разворачиваю на лицевую теперь сторону. Эту петлю также снимаю, не провязывая, затягиваю нить, чтобы образовалось две нити. Провязываю еще одну петлю и помещаю маркер. Здесь я разворачивалась, не поместила маркер. Можно сейчас его... Вот петля разворота и еще одна петля. Теперь лицевой ряд я провязываю до середины подреза, пока не останется до середины подреза 2 петли. Средняя петля подреза у меня выделена красным маркером, и до нее осталось непровязанными 2 петли. Теперь я эти 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой и протяжка. Среднюю петлю в лицевом ряду снимаю, не провязывая. После средней петли 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше провязываю все петли лицевыми до маркера. Довязываю до маркера, снимаю его, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю, не провязывая, подтягиваю, чтобы 2 нити получилось, и провязываю еще одну петлю. Помещаю маркер. Провязываю все петли изнаночными по кругу до маркера. Подхожу к маркеру по изнаночной стороне, переснимаю, разворачиваю вязание на лицевую сторону и то же самое. Первую петлю снимаю, подтягиваю, провязываю еще одну петлю и помещаю маркер. Дальше вяжу все петли лицевыми и делаю убавление, так как я сейчас показала, в центре подреза. Перед средней петлей 2 вместе с наклоном влево, после средней петли 2 вместе с наклоном вправо. То есть это все то же самое, что мы делали при выравнивании угла по нижней части изделия. Дальше повторяем вот эти последние 2 ряда. В лицевом ряду делаем убавление, изнаночный просто провязываем. И я уже не буду показывать еще раз то, что я уже показала, как на нижней части изделия. Повторяем эти 2 ряда, пока не закончатся все петли разворота. После этого вот на втором рукаве вот так я выравнивала угол также точно, провязывая, не довязывая каждый раз 2 петли в лицевом и в изнаночном ряду, пока не закончились все петли разворота. После этого, так же как по нижней части изделия, я провязала, так это не нижняя часть, это горловина,
Вот. Так же, как по нижней части изделия, после того, когда весь угол был выровнен и все петли разворотов закончились, я провязала один ряд лицевыми, то есть провязывая все вот эти петли, на которых разворачивалась, и остальные, ну, полностью весь ряд лицевыми петлями. И после этого, так же, как и по нижней части изделия, я провязала 8 рядов резинкой 2 на 2, при этом у меня было 2 лишние петли, и я их просто убавила в свободном порядке, чтобы у меня количество петель было кратно 4. И провязала 8 рядов резинки, после чего также закрыла по узору. Продолжаю вязать второй рукав. Так, второй рукав у меня тоже готов. После того, как я выровняла угол, у меня осталось, я не говорила, 74 петли, 2 я убавила и на 72 вязала резинку. Сколько рядов я уже сказала. Если хотите связать не короткий, а длинный рукав, то нужно начать вязание от середины подреза и вязать так, как вязали тело вот здесь. То есть в центре подреза также выделяете среднюю петлю и в лицевых рядах или в нечетных рядах, так как вяжется по кругу, до средней петли и после нее выполняем убавление, а по средней петле рукава, которая идет от плеча, до нее и после прибавления, а изнаночные или четные ряды без изменений просто провязываются. После того, как достигнете необходимой длины рукава, которую нужно измерять по вот этому углу, также вывязываете выравнивание угла и резинку или любую другую обвязку, какая вам нравится. Я уже постирала свой пуловер, он стал намного мягче, хотя и до стирки он был мягкий. Петли хорошо расправились, в размерах не изменилось. Я стирала в стиральной машине при температуре 30 градусов, отжим ставила 800 оборотов и сушила не в горизонтальном даже, а в вертикальном положении. На этом у меня все. Желаю вам приятного вязания, всего самого доброго и до новых встреч!